Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Сейчас мы поговорим о трех разных темах в одном видео. Первое, о чем расскажу, как на Xiaomi изменить вот эту панель громкости на более стильную и интересную. В этой же рубрике вы узнаете, как сделать вот такие анимированные иконки. Далее поговорим о том, как легко с помощью сторонней программы вот в эту область шторки можно вставлять любые приложения, а также плеер. И в заключительной части видео поговорим вот о такой скрытой настройке, определитель номера, что она дает и нужно ли ее вообще включать. Итак, друзья, как я и сказал, начинаем с панели громкости. Скорее всего, сейчас на ваших Xiaomi, Redmi и Poco панель громкости выглядит так. Вы видите три ползунка, а задний фон размыт. Делаем более современную и стильную панель. Для этого заходим в темы. В поиске тем пишем Blindado V2. Находим такую тему. Загружаем ее себе на смартфон. Применять полностью ее не нужно. Теперь шагаем назад. Заходим в эту иконку, компоненты, строка состояния, выбираем данную тему, которую мы только что скачали, применить. Идем на рабочий стол, нажимаем качельку громкости, смотрим, что у нас получилось. По-прежнему задний фон у нас размыт. Не беда, делаем перезагрузку смартфона. Смартфон перезагружен. Теперь дожидаемся полной загрузки рабочего стола и снова нажимаем качельку громкости. Теперь кнопку Mi и видим, какой получился результат. Панель громкости стала более стильной. Теперь задний фон не размывается. А также не забывайте, что здесь можно устанавливать таймер. Например, отключать звук на определенное время. Ну а мы двигаемся дальше и давайте поставим вот такие анимированные значки. Заходим в темы. В поиске тем пишем Blindado Set. Но также, если вы уже скачали предыдущую тему Blindado V2, можете зайти в нее и проходим к этому автору. Как вы уже поняли, это все один автор. Загружаем тему Blindado Set себе на смартфон. Пока ее не применяем, идем назад. Заходим в компоненты, значки и применяем ее. Также, друзья, отмечу, что на многих смартфонах, особенно это касается MIUI 14, анимация иконок может не появиться. Так вот, если она не появилась, вам нужно ее активировать в приложении Set Edit. Ссылку на такое видео, как активировать анимацию иконок, я оставлю под этим роликом в описании. Также, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и обязательно включайте колокольчик, так как если даже вы подписаны, некоторые ролики могут вам не показываться, и вы можете пропустить что-то полезное и интересное. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая часть видео подойдет для всех Android смартфонов. Я покажу вам, как установить в шторку любые приложения, а также плеер. В моем телеграм-канале вы сможете скачать вот такое приложение QuickTiles. Также, друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм, чтобы не пропускать новые ролики и полезные файлы. Все это я скидываю в свой телеграм. Устанавливаем приложение. Заходим в него. Первым делом активируем плеер в шторке. Находим вкладку «Медиаконтроль», «Плей-пауза». Включаем эту галочку. Далее включаем вот эти две галочки, перемотка вперед и назад. Друзья, естественно, это приложение должно запросить у вас различные разрешения. Вы должны их дать, там ничего сложного. После этого все работает отлично. Теперь приложение свернем, зайдем в шторку, пока у нас ничего не появилось. Нажимаем «Редактировать». Во вкладке «Доступные переключатели» находим то, что мы добавили. Вот они. Раз, 2 и 3. Вот эти два меняем местами, чтобы было все правильно. Естественно, вы их можете перенести вообще на самый верх, чтобы они были на первой странице. Здесь как вам удобно. Нажимаем «Готово». Теперь важный момент. Если вы на своем Xiaomi, Redmi или Poco слушаете музыку через официальное приложение «Музыка», то есть через родное, в принципе это относится и к другим Android смартфонам, например к Realme. В общем, лучше пользоваться родным плеером. Открываем шторку, находим плей-паузу и запускаем.
Также, естественно, здесь можно переключать треки. Теперь смотрите, друзья, я возвращаюсь в это приложение. Вот в этой вкладке Open Apps можно добавлять различные приложения. Но это еще не все. Здесь, например, можно добавить камеру. Но также, как я говорил в начале ролика, здесь можно добавлять любые приложения. Находим Custom App, включаем галочку. Открывается меню практически со всеми нашими установленными приложениями. Выбираю, например, Telegram. Далее все то же самое, шторка, редактировать. Telegram здесь у нас появляется вот так. Теперь его можно вызывать через шторку. Думаю, здесь все понятно. Также здесь, к слову скажу, друзья, если вы пропустили вот это новое видео, как установить новую функцию на смартфоны Xiaomi, вот она, то ссылку на это видео я также оставлю в описании. И возвращаясь к нашей шторке, к нашему приложению, здесь можете посмотреть различные настройки. Все, что можно добавлять в нашу шторку, находится здесь. Сильно разжевывать я это не буду. Думаю, вы разберетесь сами. Ну а мы переходим к следующей части нашего видео. Скрытая настройка, которую я недавно нашел. Запустить ее можно через Activity Launcher. Если у вас до сих пор нет Activity Launcher, то ссылку на него оставлю также в описании. Скачивайте в моем Telegram. Activity Launcher запущен, нажимаем поиск. Пишем «Определитель», нажимаем эту вкладку и попадаем в скрытые настройки. Друзья, возможно, на каких-то Xiaomi эта настройка не является скрытой, но на моем Redmi Note 10 Pro, и я проверял это еще на других смартфонах Xiaomi среднебюджетниках, в основных настройках этой функции нет. В общем, у меня по умолчанию эта функция была включена, но давайте разберемся, нужно ли ее включать и что вообще она дает. Загружать, идентифицировать неизвестные номера из журнала вызовов и сообщений. Распознавание неизвестных номеров – это онлайн-услуга, предоставляемая компанией Xiaomi. В случаях, когда неизвестный номер используется для совершения исходящих или входящих вызовов, а также для отправки или получения сообщений, он будет загружен на сервер компании Xiaomi для выявления дополнительной информации. У нас стоит Google звонилка. И здесь нужно нажать 3 точки, настройки, ООН и спам, и ставим эту галочку «Фильтровать спам-вызовы». И смотрите, какую штуку я обнаружил. Если мы снимаем галочку, вы не сможете просматривать информацию меток для входящих вызовов с неизвестных номеров. То есть, если у нас включена эта функция, то мы будем видеть дополнительную информацию о входящем вызове. При включении какие-то спам-номера будут отправляться компании Xiaomi на анализ. А если отключить, то эти спам-номера отправляться не будут. Но и вы не будете видеть дополнительную информацию о номере. Пожалуй, у себя я пока эту функцию оставлю. Еще некоторое время посмотрю, как это работает. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, включайте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Telegram. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!